В морозных окрестностях Иркутска, где холод проникает в каждую щель, а ветер воет, как одинокий волк, раскрывается трогательная история о преданности и любви. На заброшенной городской свалке жил необычный пес по имени Мишка. Он не был породистым или ухоженным, его шерсть была потрепана, и тело иссохло от постоянной борьбы за выживание. Среди местных сборщиков металлолома и бомжей Мишка стал известным. Они привыкли видеть его в этой хаотичной стране мусора, рассматривая его более как соседскую собаку, чем как домашнего питомца. В то утро воздух казался гуще обычного, на свалке было необычно тихо, как будто сама природа затаила дыхание. Мишка бродил среди груды старой мебели и ржавого металла, когда вдруг его нос улавливает необычный запах, который заставил его остановиться. Вокруг не было никаких привычных для него запахов, лишь что-то новое и непривычное. Это стало сигналом для Мишки, и он поспешил посмотреть, что же скрывается за острыми краями железа и далекими тенями. Вскоре его настороженность отступила, уступив место удивлению, когда он нашел младенца, завернутого в грязное одеяло. На его маленьком теле было видимо, что он сильно мерзнет. Собака, чувствуя ответственность за эту крошечную жизнь, осторожно легла рядом с недоношенным ребенком, пытаясь согреть его своим телом. Она поняла, что это хрупкое существо нуждается в ее защите и заботе. Мишка не знал, что делать дальше, но его инстинкты подсказывали одно – он должен остаться рядом. Он охранял младенца всю ночь, чувствуя, как ветер усиливается, а холод проникает в каждый уголок свалки. Со всей своей преданностью Мишка прижимался к ребенку, как если бы пытался завернуть его в свое тепло. Утром, когда над горизонтом начали подниматься первые лучи солнца, Мишка ощутил голод. Он понимал, что покинуть малыша значит подвергнуть его еще большему риску, однако животное отправилось на поиски еды. Вокруг все еще царствовал холод и молчаливая невидимая угроза, но волк в душе Мишки вел его вперед. К счастью, вскоре он нашел кусок хлеба, оставленный кем-то, и быстро вернулся к младенцу. Малыш вяло схватил хлеб, и хотя хватка его была слабой, в глазах читалась надежда. Однако свалка не была безопасным местом для младенца. Мишка осознал, что между острыми металлами и потенциальными угрозами ждать помощи было небезопасно. Внезапно несколько старых ржавых труб, которые имели опасное склонение, начали падать, и именно в этот момент Мишка бросился вперед, спасая младенца от любой бури, которая могла их настигнуть. Это событие стало для Мишки испытанием, и он решил, что им необходимо покинуть это место, ища более безопасное укрытие. Он тащил младенца к дороге, аккуратно перетаскивая его через неровности свалки. По мере их продвижения Мишка издавал низкий настойчивый лай, привлекая внимание проезжающих машин. Вскоре один из водителей, Николай, остановился, заметив странную картину. Собака тащит к дороге маленького ребенка. К его удивлению, он быстро понял, что малыш нуждается в помощи. С сожалением он собрал их обоих в своем грузовике, и Мишка, несмотря на весь шок от изменений, не покидал сына, показывая всю свою заботу. Они прибыли в ближайшую деревню, и новость о находке быстро распространилась. Фельдшер Екатерина, увлеченная своей работой, сразу же организовала осмотр младенца, когда увидела их. Мишка следовал за ней по пятам, не желая оставлять своего нового друга даже на минуту. Екатерина был потрясена, найдя малыша в таких суровых погодных условиях, но с Мишкой, согревающим его своим теплом, надежда зажглась в ее сердце. Местные жители и даже журналисты собрались у фельдшерского пункта, желая узнать о бережном отношении к маленькому Саше и его защитнику. Мишка, казалось, не обращал внимания на Славу. Он интересовался только состоянием малыша, и Екатерина была поражена, увидев, что Саша, несмотря на все трудности, был в удивительно хорошем состоянии. Местные жители быстро организовали помощь с одеждой и питанием, обеспечивая все необходимое для обоих. С каждым днем Мишка становился все более самоотверженным. Он ел только после того, как убедиться, что Саша спит комфортно и в безопасности. Местные жители строили теории о происхождении малыша, но Мишка оставался здесь, охраняя того, кто стал его самым заветным сокровищем. Позже, ночью, он предупреждал всех о пробуждении Саши, поднимал голову и заставлял всех смотреть, как только тот начинал дергаться в своем крепком сне. История Мишки быстро стала легендой. Его преданность и готовность защищать младенца стали темой для обсуждения в деревне. Даже региональные власти узнали о его подвигах.
Между тем Саша начал набирать вес и силы, он преобразился и стал источником радости для всех. Мишка же, следя за его развитием, понимал, что его дружба с новым другом только усиливается. Екатерина, пораженная не только состоянием малышки, но и качеством их нового жилья, начала готовить дом к полноценному появлению Саши. Соседи охотно помогали с детскими вещами, каждый мимоходом принося одну или две игрушки или необходимые предметы. Процесс подготовки был важен для всех, и Мишка тихо наблюдал за этим, понимая, что для него и Саши начинается новый этап жизни. Каждое их действие привносило надежду в их новое существование. Быстро развиваясь, Саша начал проявлять свои первые эмоции. Его первая улыбка вызвала умиление даже у самых суровых жителей деревни. Каждая улыбка поднимала настроение всему селу. Мишка всегда оставался рядом, сопровождал Екатерину и Сашу на работу и вообще стал неотъемлемой частью их жизни. Местные жители быстро привыкли к их необычной троице и часто подшучивали, как будто это все было прекрасно. Однажды в деревню пришла Анна Петровна, бабушка Марины, которая рассказала о прошлом Мишки. Как оказалось, он следовал за знакомым запахом, когда нашел малыша, и это объясняло его столь мгновенную связь с ним. Екатерина многое узнала от Анны, и даже она заметила, как Марина, внучка, желала исправить свою ошибку, которая привела к потерям. Мишка оказался на встрече с Мариной в больнице, о которой договорилась Екатерина. Время, проведенное на этой встрече, для всех стало своеобразным тестом. Был ли Мишка достаточным защитником для своего нового маленького друга? Но все сомнения развеялись, когда Марина обняла Мишку, осознав, что он стал спасителем ее сына. В этот момент в сердце каждой женщины возникла забота друг о друге. Мишка стал настоящим мостом между Екатериной и Мариной. В этом напряженном моменте обе женщины начали осознавать, как сильно могла менять жизнь взаимоотношений между ними. Марина поняла, что теперь она должна исправить свою ошибку, а история Мишки и Саши неожиданно объединила их судьбы. Оба эти персонажа теперь осознанно столкнулись с тем фактом, что им необходимо идти дальше и наладить свою жизнь. Откровения Марины о своих страхах и одиночестве давали понять, насколько она была к этому готова. Она искренне боялась оставаться одна и несла в сердце трагедию. Но новость о спасении ребенка стала для нее лучом надежды. Она наконец поняла, что искренне хочет исправить свою ошибку, которая уже привела к таким последствиям. В этот момент Екатерина предложила Марине стать частью их семьи, чтобы вместе воспитать Сашу. Мишка одобрил это решение и благословил обеих женщин. Он не догадывался, но в его преданности заключалась с собой вся история. Марина к тому же спросила, как объяснить это малышу, когда он подрастет, и Екатерина призывала к тому, чтобы в семьях всегда было искреннее понимание. Вскоре Екатерина предложила Марине временно поселиться в свободной комнате Шале. Это стало началом новой жизни для всех. Первая встреча Марины с Сашей была наполнена трепетом и нежностью. Она не знала, что ожидать, и переживала, что он не сможет увидеть ее в своей жизни. Но и Мишка, настороженно наблюдая за происходящим, был готов вмешаться при необходимости, чтобы их отношения стали более теплыми. С нового дня в доме установился новый распорядок. Екатерина работала, а Марина заботилась о Саше. Мишка стал связующим звеном между членами семьи, обеспечивая необходимую поддержку, когда между ними возникали неловкие моменты. Он проявлял заботу, подвигаясь к нему и как бы изображая свое спокойствие. Марина начала проявлять интерес к медицине, изучая все, что могла, и предложение о помощи Екатерины впервые стало для нее настоящей возможностью. Каждый день Мишка помогал сглаживать неловкие моменты между женщинами, поддерживая их разговоры. Так как Марина открылась о своих страхах и сомнениях, Екатерина делилась своим опытом в уходе за ребенком и заботы о других. Мишка, который внимал двум женщинам, понимал важность каждого момента, когда они разговаривали. Эта семья, собственно, стала примером любви и прощения, объединяя их мир в одно целое. Местные жители начали приводить их в пример, рассказывая о силе материнской любви и собачьей преданности. Вскоре их сюжетом стали интересоваться даже официальные органы, и комиссия из органов опеки посетила семью, узнав о заботе о малыше от Мишки, который впечатлил проверяющих своим вниманием и нежностью.
Разумеется, комиссия дала положительное заключение, семья справилась со своими обязанностями и давала Саше ту любовь, в которой он нуждается. После визита комиссии о них заговорил благотворительный фонд, который предложил помощь и поддержку в развитии их жизненных навыков и улучшении жилищных условий. Тем временем Марина начала посещать подготовительные курсы в медицинском колледже с желанием стать специалистом. Желание на самом деле удивляло и вдохновляло ее. Она понимала, что теперь искренне может помочь другим. Мишка, всегда проявляя большое понимание, одобрял все эти перемены, поддерживая ее во всем. Сельчане объединились, чтобы построить пристройку к дому, ведь пространство требовалось не только для комфорта, но и для создания детской комнаты. Мишка следил за процессом с особым интересом, особенно когда сначала делали детскую комнату. Лето принесло много работ и забот, и даже начались съемки документального фильма о семье. История их жизни продолжала развиваться, и вскоре Марина успешно сдала свои первые экзамены в медицинском колледже. Радость от ее успеха трогала всех. Саша же научился произносить свои первые полные предложения, чему все вокруг были безмерно рады. Мишка глядел на их достижения и гордился успехами каждого члена своей новой семьи. Однако после этого Екатерине предложили должность руководителя в областном городе. Эта перспектива казалась рискованным шагом, особенно с учетом жизни Мишки и их взаимодействия. Но поддержка и помощь Марины только представлялась, и она поделилась своим мнением о том, что это может стать новой главой для всех, как для приверженной к своему делу фельдшерской практики, так и для их маленькой семьи. Когда настала глубина осени, они переместились в новую квартиру. Мишка с интересом исследовал все новое вокруг, интересуясь балконом, откуда открывался вид на парк, где он когда-то играл. Переезд состоялся в конце осени, и с каждым днем Мишка быстро освоился, находя идеальные маршруты для прогулок с Сашей, и помогал ему легче перенести перемены в жизни. Работа Екатерины и Марина быстро вводила систему в их новую жизнь. Екатерина погрузилась в работу в новой клинике и завоевала уважение среди коллег, доказывая всем, что Мишка и ее связь с ним стали неотъемлемой частью их новой жизни. Марина, совмещая учебу с работой на должности младшего медицинского персонала, сталкивалась с новыми вызовами, но была рада, что теперь входила в медицинский мир. Мишка же стал настоящей звездой педиатрического отделения, поднимая настроение детям, и его доброта не оставляла никого равнодушным. Руководство клиники, впечатленное его поведением, предложило создать программу канистерапии с его участием, и таким образом Мишка стал идеальным кандидатом. За это время Саша стал настоящим помощником, проявляя интерес к медицине и наблюдая за работой своего преданного друга. Когда начали реализовывать программу канистерапии, результаты превзошли самые смелые ожидания. Дети, которые обычно колебались, проявляли удивительные результаты выздоровления. Мишка интуитивно чувствовал, кому из детей требуется особое внимание. Особенно запомнился случай с девочкой, которая отказывалась вставать после лечения, но в конечном итоге смогла сделать свои первые шаги благодаря дружбе с Мишкой. Случай с девочкой привлек внимание местного медицинского сообщества, а Екатерина и Марина создали новый подход в лечении детей, который учитывал эмоциональное состояние пациентов. Они оценили то, как качественно Мишка взаимодействовал с маленькими пациентами, и Саша стал главным помощником в общении с детьми, рассказывая свою историю спасения. Международный фонд защиты животных, услышав об их успехах, предложил использовать опыт семьи для создания глобальной программы помощи детям. Мишка должен был стать примером того, как животные могут изменить жизнь человека к лучшему. Наступило время, когда началась работа над созданием обучающего центра для подготовки других собак-терапевтов, чтобы расширить всю эту идею и принести позитивный опыт всем, кто в этом нуждался. На международной конференции Екатерина и Марина смогли представить свой опыт работы с животными и убедили многих в том, как общение с животными может изменить жизнь человека. Мишка произвел неизгладимое впечатление своим спокойствием и взаимопониманием с людьми, за что был высоко оценен. Программа подготовки собак-терапевтов начала работать в разных странах, возвращая уверенность в будущем многим семьям. Так появилась идея о художественном фильме о Мишке и его семье. Режиссер оказался заворожен тем, что происходит, и, наслаждаясь процессом съемок, он был впечатлен и тем, как Мишка становился актером.
Как близкий друг, он, естественно, вписался в процесс съемок. Особенно трогательные сцены получались с маленьким актером, который играл Сашу. Съемочная группа, в свою очередь, вскоре стала частью их семьи, а режиссер признал уникальность Мишки как актера и того, что другая жизнь останется в их сердцах навсегда. Когда настало время премьеры фильма о Мишке, это стало событием международного масштаба. Люди со всего мира собрались, чтобы отметить преданность и силу любви. Благотворительный фонд, который изначально поддержал идею, помог открыть несколько центров канистерапии в разных странах, и каждому было дано понимание, как можно изменять жизни, получая поддержку от своих близких. Так история о Мишке, маленьком спасителе и его удивительной связи с малышом Сашей стала символом надежды, любви и силы дружбы в самые трудные времена. С каждым новым днем, в каждом новом месте, куда они отправлялись, все больше людей вдохновлялись их судьбой. И это еще не конец, а лишь новое начало.